Приветствую вас из центра ТАСС «Северо-Запад». Мы открываем нашу пресс-конференцию, посвященную выходу книги под названием «Все лгут. Поисковики, Big Data и Интернет знают о вас все». Интригующее название, и у нас в гостях сегодня автор книги, специалист по обработке, анализу и хранению больших массивов данных Сет Стивенс-Ледовец. Добрый день, Сет. Рады вас приветствовать в нашем пресс-центре. Уважаемые коллеги, прежде чем передать слово нашему уважаемому гостю, позвольте небольшую преамбулу. Мы очень рады вашему присутствию на нашей площадке. Мы очень рады тому вниманию, которое вы оказали книге. У каждого из вас она обязательно будет в руках. Издательство Эксмо АСТ, которое организовало эту пресс-конференцию, в самое ближайшее время доставит вам недостающие экземпляры. Пожалуйста, не переживайте по поводу того, что не каждый из вас имел возможность сейчас, сию секунду, держать ее в руках. Спасибо большое. Сет, мы рады вас выслушать. Пожалуйста, представьте нам свою книгу. Thank you. Здравствуйте. Микрофон, пожалуйста. Здравствуйте. Привет. Привет. Thank you very much for coming. And it's really exciting to be in your country. And it's beautiful, and your beautiful city. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли на презентацию. Очень рад в вашей стране и в вашем прекрасном городе. I'm going to talk briefly about what the book is about, Everybody Lies. И я хочу сейчас коротко рассказать о том, что, о чем говорит моя книга «Все лгут». So for the past 80 years, if you want to understand what people are thinking, you ask them in a survey. За последние 80 лет, если вы хотели узнать, что люди думают, вы использовали опросы. But people lie to surveys. Но люди врут в вопросах. They don't say what they're really thinking. They try to impress the person asking them. И они не говорят то, что они действительно думают, они стараются впечатлить часто партнеров. So, for example, if you ask people, did you vote in an election? Например, если вы спросите человека, голосовал ли он на выборах, More than half of people lie and say they voted. более 50% солгут и скажут, что да, они голосовали. Because they want everybody to think they're they're good citizens. Потому что они хотят думать, что они хорошие граждане. Or my favorite example, it's an R-rated example. Мой любимый пример. If you ask people how much they have sex, Если вы спросите людей, как часто у них бывает секс, women say they have average sex once a week. Женщины скажут, что у них бывает секс примерно раз в неделю. And use condoms 20% of the time. И в 20% случаев они используют презервативы. This adds up to 1.1 billion condoms every year. И это примерно 1 100 000 презервативов каждый год. According to women. Что касается женщин, If you ask men the same question, И если вы тот же самый вопрос зададите мужчине, you get a different answer. Вы услышите совершенно другой ответ. They say they use 1.6 billion condoms every year. Да, они скажут, что каждый год используется примерно 1 600 000 презервативов. Миллиард. Does everybody see those have to be the same? Ну вот вы видите, что цифры не совпадают, а должны быть, в общем-то, теми же самыми примерно. So we know somebody's lying. Это значит, что кто-то обманывает. So who is telling the truth, men or women? Ну, кто интересно говорит правду, мужчина или женщина? Neither. Only 600 million condoms are sold every year. Никто из них, потому что всего лишь около 600 миллионов презервативов продается каждый год. So basically now everybody lies about sex, men just more than women. Поэтому практически все лгут о сексе, и мужчины, и женщины. But now we have a new method to understand what people are thinking.
Но сегодня появился новый метод для того, чтобы понять, что думают люди. Where people are more honest. И люди там намного более честны. And that is their Google searches. Это Google, опросы Google. Or maybe they're in Russia, they're Yandex searches. Да, ну или Яндекс в России. Более актуально. And people are very honest to Google. They tell Google what they're really thinking. И люди намного более честны с Google, потому что они говорят ему то, что они действительно думают. For example, there are more searches for porn than weather. Ну, например, запросов про порно намного больше, чем запросов по погоде. Even though if you ask people, very few people admit they watch porn. Но если вы спросите людей, очень мало людей признают, что они смотрят порно. And we can learn a lot about people from Google searches on many topics. И по очень многим вопросам, по очень многим темам мы можем узнать много информации о людях. You can use Google searches to predict who will vote in an election. Можно использовать Google для того, чтобы предсказать результат голосования на выборах. To predict who, really important, predict who might commit suicide. Для того, чтобы попробовать предсказать, кто находится в ситуации близкой к суициду, кто готов совершить суицид. Because people search how to commit suicide on Google. Потому что люди часто ищут, как совершить самоубийство в Google. And you can use it to measure racism. Можно также использовать Google для того, чтобы контролировать расизм, ну, то есть определять уровень расизма. So in the United States, if you ask people, are you racist? Just nobody says yes. В Соединенных Штатах, если ты расист, никто не скажет тебе. But on Google, many people make racist searches. Но Google сделал исследование по поводу расизма в Соединенных Штатах. For example, they search for jokes making fun of black people. Ну, например, они исследовали шутки о черных людях. And we can learn where racism is highest and lowest. И можно посмотреть, где использование этих запросов выше, а где ниже, в каких регионах США. So I study big data. Ну, я исследовал Big Data, But not all big data is the same. но они все не одинаковые. So Google, people are really honest. They tell their true feelings. В Google люди действительно говорят свои настоящие чувства, свои ощущения. But on Facebook, people lie. Но на Фейсбуке люди часто лгут. They brag to their friends. Они хвалятся перед своими друзьями. So for example, on Facebook, compare two magazines. Ну, например, сравнивая два журнала на Facebook, These are in the United States. это американский журнал. So The Atlantic is a very serious intellectual magazine. Журнал Atlantic — это такой очень серьезный научный журнал. The National Enquirer is a celebrity gossip magazine. National Enquirer — это такая желтая пресса о селебрити, желтая пресса. In reality, actual copies purchased. Ну, на самом деле использование The National Enquirer is three more times more people read the National Enquirer. В 3 раза больше людей, согласно реальным покупкам в магазинах, читают Enquirer. But on Facebook, it's very different. Но на Фейсбуке ситуация совсем другая. On Facebook, people are more likely to say they're reading The Atlantic, the serious magazine. На Фейсбуке люди часто указывают, что они читают журнал Atlantic. In fact, they're 45 times more likely on Facebook to say they like The Atlantic. 45 раз чаще они указывают, что они читают Atlantic. Because everybody wants their friends to think they're so serious. Ну, потому что все хотят думать, что они очень серьезные, они все хотят, чтобы их друзья думали, что они очень серьезные люди. So we can compare the two sources
Facebook where people lie and Google where they're honest. Ну, поэтому можно сравнить два источника. Facebook, где люди лгут, и Google, где люди более правдиво отвечают. On the same topic, I looked at how people describe their husbands. Ну и по этой теме я сравнил, как люди описывают своих мужей, ну, свою вторую половину. So start on social media, on Facebook. Начал он с Фейсбука и сравнивал социальные сети, Where people post "my husband is", где люди в заголовке «мой муж это», ну или «мой муж», how do they finish it? и они заканчивали фразу соответствующим образом. And it is the best. Мой муж самый лучший. My husband is the best. My husband is my best friend. Мой муж мой лучший друг. Amazing. Мой муж потрясающий. The greatest. Самый лучший. And so cute. Такой милый. So that's how people describe their husbands on social media. Это то, как люди описывают своих мужей в соцсетях. What happens on Google when they're by themselves? Что происходит в Гугле, когда они сами гуглят? So when they type "my husband is", Если ввести «мой муж», and sometimes they also type "my husband is amazing", иногда они действительно пишут «мой муж потрясающий». but the other ones are gay, a jerk, annoying, and mean. Да, но остальным это мой муж гей, придурок, он меня раздражает и он скучный. So on Facebook, you get one side of people, Поэтому на Фейсбуке мы видим одну сторону людей, and on Google, you get a different side of people. и в Гугле совсем другую. And that's my book, Everybody Lies. Это то, о чем моя книга. Все лгут. And now I'm going to take some questions. Ну и сейчас я буду ответить на некоторое количество вопросов. Спасибо. Спасибо, Сет. Уважаемые коллеги, у нас есть возможность задать свои вопросы. Пожалуйста, если они у вас есть, прошу вас. Наши коллеги вам помогут. Прошу вас передать микрофон. Аркадий Соснов, газета «Поиск» Академии наук. Вы в своей книге предсказали, но и сейчас говорили о том, что на основании анализа больших данных можно предсказать результаты выборов. А можно вот привести пример относительно победы Дональда Трампа на выборах? Как это можно было предсказать, исходя из каких признаков? Спасибо. Yeah. So in the last election, it was Donald Trump versus Hillary Clinton. How many people thought Hillary Clinton was going to win? На последних выборах выбор стоял между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. И как вы думаете, сколько людей думало, что Клинтон победит? I thought. Он один из них. So in America, most people thought Hillary Clinton was going to win. Большинство людей в Соединенных Штатах думали, что Клинтон победит. Because the polls all said Hillary Clinton was going to Потому win. что все опросы обычно социальные говорили, что Клинтон это главный лидер, и она победит. So in Google searches, you could see one of the reasons Hillary Clinton lost В Гугле вы можете видеть одну из причин, почему она проиграла. is because her supporters didn't come out and vote. Потому что ее люди, которые поддерживали, не пришли голосовать. So you could see in Google searches, Вы можете видеть в запросах Гугла, in areas where she had a lot of supporters, в тех регионах, где у нее была большая поддержка, где много людей поддерживало, there were very few searches for how to vote or where to vote. был очень низкий уровень запросов, где проголосовать или как голосовать. So this suggested her supporters were not going to vote. Но из этого можно сделать вывод, что ее избиратели просто ушли на выборы. So that's how I predicted. That's how I predicted Вот it. как он это сделал. What about Racism played a role in the primary, in the Republican primary. В Соединенных Штатах расизм играет большую роль в The biggest predictor of Donald Trump's support in the Republican primary самый высокий уровень поддержки Дональда Трампа в СМИ was racist searches on Google. This map. So
racist searches on Google was the biggest predictor of Donald Trump's support. Racist searches on Google was the biggest predictor of Donald Trump's support. Значит, запросы по расизму, The racist searches was a very places where racist searches were higher. значит, регионы, где были самые высокие запросы. Donald Trump did much better. Да, Дональд Трамп победил в тех регионах, где были самые высокие уровни по российским всяким запросам, шуткам и так далее. Вот эти регионы как раз выиграли. Because a lot of Спасибо. Коллеги, дальше какие-то вопросы? Будьте любезны, микрофон. Здравствуйте, Пятый канал. Сет, здравствуйте. Будьте любезны, объясните, пожалуйста, вот взаимосвязь между уровнем безработицы и вот запросами на порносайты, которые вы показали. И второй вопрос сразу, чтобы есть ли какой-то метод противодействия всевидящего, да, ока, big data? Такие два вопроса. Второй вопрос, пожалуйста. Как противодействовать? Что делать нам вообще, да? То есть, если можно, уважаемый переводчик, если Сет может ответить, да, полностью, мы бы это взяли, да, как бы на этот кусочек, а потом был бы перевод, если можно, пожалуйста. Да, хорошо. Спасибо огромное. So, first question was, do you speak a connection between some of these search queries The second question was, как себя безопасить? Как противодействовать? Да, вот у вас есть какой-то рецепт, да, то есть что делать? how do I The best is how to use the data and use it? Okay. Good question. So initially, I wanted to see if you could use Google searches to predict unemployment rate. Yes, you answer first. Okay, the whole question. Okay. I want to see if we could use Google searches to predict the unemployment rate. I thought it would be searches like need a job, unemployment benefits, etc. But the number one search that predicted that a lot of people were unemployed, didn't have jobs, was porn. Okay. Why? Because when people are out of work, they have more time between 9 to 5. It wasn't just porn, it was also games like solitaire. So basically, people have more time to entertain themselves by themselves. Ну, для безработицы, значит, первая причина, да, как определить там уровень безработицы, это запросы, как найти работу, но вторая, как она связана с запросами на порно-сайтах. У людей, если нет работы, они, естественно, у них есть много свободного времени, которое они могут провести с пользой, ну, в компьютерные игры им играть, и поэтому они развлекаются как могут. Соответственно, они посещают различные сайты. If a lot of people are watching porn between 9 to 5, your country's not doing well. Да, если большое количество людей смотрит с 9 утра до 5 вечера порно, значит, у вашей страны или у вашего города проблемы. But as far as how to do it, I suggest that people use, there's a service, Google Trends, where you can look up where things are searched in different areas. You can do the same for Russia. It's not as powerful because in Russia, so many people use Yandex, and I don't think Yandex has the same service, but I suggest you play around with Google Trends and see, you can learn a lot about what people are thinking about in the country. Ну, используя Google Trends, ну, для России это может быть не очень типично, потому что очень многие у нас используют Яндекс, но в Google, используя, да, Big Data Trends, вы можете увидеть как раз, ну, вот, эти запросы. Второй вопрос, наверное. Пожалуйста. Второй вопрос. Повтори, пожалуйста. Как можно, есть ли рецепт, да, как защититься, да, всевидящего ока Big Data? How we should behave on the internet if we don't want to be an object. So I want to emphasize, the studies I do use anonymous and aggregate data.
So I don't know if a particular person makes a racist search. I just know that lots of people in that area made a racist search. Ну, он хочет сказать, что в своих исследованиях он не может знать, какой конкретный человек делает какие-то запросы. Он может увидеть только количество, да, подобных запросов, посмотреть. Не, нам-то что делать? Нам удалить свои Простите, аккаунты? пожалуйста, микрофон, будьте любезны. What to do? So should we delete our... Да, вот как нам, да, вот нам сейчас он жить, еще, когда мы под большим братом, понимаете, да? То есть, вот. The question is that Big Brother question. So What should we What do? to do? that is the #1 question I've gotten in Russia. Да, это самый популярный вопрос, который задают ему в России. Not in every country, but Russians ask this a lot. Очень редко в других странах, да, но в России больше всего. So I think you should be a little careful. Нужно быть просто осторожным. One advantage for me is if they ever saw my searches, I just say I was doing research for my book. Он говорит, что если когда-нибудь кто-то, посмотрит его все эти запросы, то он напишет следующую книгу. But you should be cautious. You can also use things like the dark web to do some of your research if you wanna, if you're more careful, and you could go to other computers to make some of your searches. It makes sense to be a little careful because corporations and governments do have a lot of power. In the United States, we learned, I was very innocent. I thought, okay, I was making any searches, not really thinking twice. And then we had the Edward Snowden revelations. And Edward Snowden said that our government was basically spying on us. And they were seeing all the searches we were making. So now I'm much more careful in some of the searches I make. And I think, would I be okay with other people knowing I made this search? And if the answer is no, I try not to make the search or to use a different computer or to use to use an anonymous something that blocks your IP address. Во-первых, он говорит, используйте страницы в безопасном режиме, либо какие-то другие IP-адреса, другие компьютеры, если вы хотите оставаться в тени, потому что раньше он тоже очень свободно использовал свои страницы, там, социальные сети и запросы делал. Но потом, когда господин Сноу рассказал, что правительство Соединенных Штатов следит и отслеживает, да, чем занимаются люди в социальных сетях или проверяет запросы людей, он стал намного более аккуратен, он стал использовать безопасный режим для просмотра чего-то, либо менять IP-адреса, использовать другие компьютеры, как-то минимально можно так себя обезопасить. Спасибо. Спасибо. Передаем следующий вопрос. Вот будьте добры, пожалуйста, микрофон сюда. Да, здравствуйте. Питер ТВ. Хотелось бы спросить, интересно ли бы вам было провести исследование Big Data на основе запросов Яндекс, как самой главной большой компании, собирающей данные в России, и может быть каких-то других. И на этой основе подготовить, может быть, новую книгу. Потому что сейчас ситуация достаточно интересная. Вы тоже говорили, что у вас много спрашивают про большого брата и эти вопросы именно из России. So you've done big data research based on Google, but would you like to make it on maybe Yandex or any other? Because as you heard, the most popular question in Russia is privacy. So maybe it should be in your next project. Yeah, maybe, but I think I focused more on the United States because I've used Google search data and because I don't speak other languages. So I'm a little nervous to do research in other areas, but I hope people will do research for scientific reasons. So I share your privacy concerns, but there is also great use in this data for things like, for example, suicide. I think it's good to know potentially that there's a lot of people searching for suicide because maybe you can direct mental health resources for that area. So there is really important scientific value in this data, but we do have to protect people's privacy. Он, может быть, рад бы был сделать другие, но он говорит только по-английски, а Яндекс это все-таки русский сайт. Но он считает, что это очень важно сделать подобные исследования, потому что с научной точки зрения вообще может прекратить очень много
ну, каких-то несчастных случаев, например, таких как суицид, потому что очень многие люди, да, делают запрос согласно этому. Ну и вообще, может, сделать много полезного, ну, в таких вещах. Но он пока не собирается, потому что он говорит по-английски, не говорит. Спасибо. Будьте любезны, пожалуйста, микрофон сюда. Добрый день, Федеральное, Да. Давайте тогда, будьте добры, ваш следующий. Федеральное агентство новостей. Сет, я правильно понимаю, что ваши новые исследования, по сути, отрицают данные статистики, опросов? В России очень многие и аналитики, и эксперты, и журналисты опираются на данные статистики, но если все люди лгут в вопросах, то, получается, от статистики смысла дальше нет. Да? Если социология, да, статистика, то есть это все, получается, отрицается идеей больших данных и исследований больших данных. Спасибо. Спасибо. Okay, so in your book, is it true that you would deny the researchers? Because if everybody lies in researches, is it any sense in making researches? I think you want to be careful, again, with some survey research or focus groups, you ask people, do you vote in the election? Why do you vote? They'll say, it's because I want to be a good citizen, and it's all lies. It's not really the truth about what people are doing. So you want to be careful on many topics in using survey data. And I think you want to try some of these new data sources, like the internet, like Google searches, because they can be more honest. But do these surveys have sense after? No, you still can learn some things from surveys. You just have to be careful in how you interpret them. So it's I wouldn't say surveys are useless, but be cautious and don't just assume, okay, the survey answer is right. Он говорит, что, я не утверждаю, что социальные опросы не имеют смысла, можно все еще подчеркнуть из них очень много полезного, но нужно быть очень осторожными, когда вы с ними работаете, и нужно помнить о том, что там есть доля большая, довольно вероятность неправды. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос, потом вам. Так, а можно я останусь сидеть, потому что, пожалуйста, Молодцы. Арт-журнал «Около». Сет, все люди действительно лгут, и если люди перестанут лгать, то их жизнь и семейная карьера могут разрушиться. Скажите, пожалуйста, в чем главный месседж вашей книги и к чему вы ею, этой книгой, призываете человечество? Спасибо. Okay, so life, and don't you think that if people will stop lying, it will destroy their lives and careers? So, what can we learn from your book, and so who will find it useful in this way? I think there is some value in lying. For example, if you don't want to post to your friends on Facebook, hey, I'm watching porn right now. I think they would think you're a really weird person if you're posting that on Facebook. So obviously, there's a certain social norms that you want to follow in how you talk to people. But I think the value of my book is just to learn more, if you're interested in people, to learn more about what's really going on. Because, I like in everyday conversation that people are being nice and they're not saying that they're, maybe what they're really thinking. That's nice in everyday conversation, but I'm also curious, what are people really thinking? So if you're curious like me, I think you would enjoy this book. Говорит, что есть все-таки некоторая ценность во лжи, конечно, но касаясь каких-то социальных норм обычных, казаться лучше друзьям, это совсем не обязательно, потому что он любит живой разговор, поговорить с людьми, и если ты хочешь узнать, какой он человек, можно это сделать в простом разговоре, а книга его будет полезна и говорит о том, что если ты хочешь немножечко больше понимать о том, что происходит вокруг, вот тогда ты из нее почерпнешь довольно много интересного. So for example, in some parts of the world, very few men say they're gay.
Ну, к примеру, в очень многих регионах мира маленькое количество людей готовы сказать о том, что они геи. So I've always wondered, are there really much fewer gay men here? И There. ему было интересно проверить, ну, не знаешь? In Russia, in areas where there's few people say they're gay. Ага, да, ему было интересно проверить в тех регионах, где люди не часто делают запрос о том, что они геи. Ему было интересно, действительно ли их так мало на самом деле. But you see, gay porn searches are just about the same everywhere. Но уровень запросов гей-порно абсолютно одинаков во всех регионах мира, даже в тех, где люди стесняются об этом сказать. About 5% of men. Это около 5% людей везде. So if you date a man, how can the book help you? If you date a man in Russia, remember there's a 5% chance he may be gay. Да, и как эта книга может помочь? Если вы встречаетесь с парнем, то будьте готовы, что он может оказаться одним из 5%, потому что в России очень низкий уровень запросов, нужно подумать об этом. What about California? Also 45%. It's a little higher because some people move, some gay men who are born in places where it's hard to get gay move to California. So in places like Los Angeles or San Francisco or New York City, it's a little bit higher, but it's closer to 5% everywhere. It's not. It seems like it's about 5% of men in every part of the world are born gay. So. В Калифорнии, Нью-Йорке, в таких больших городах уровень немножечко выше, потому что, ну, Америка большая страна, и очень многие приезжают жить в больших городах, поэтому уровень это там немножко выше. Но в общем и целом он не очень сильно разница. Спасибо. Уважаемые коллеги, я обращаю внимание, у нас идет онлайн-трансляция пресс-конференции, и те вопросы, которые мы будем задавать с места, они просто не будут слышны аудитории. Давайте знать, пожалуйста, ему подадим микрофон. Пожалуйста, следующий вопрос. Кубакин Всеволод, телеспутник. Сет, вот мы все знаем наши телекомпании разные, да? И их успех зависит от того, насколько они попадут в желание своей аудитории, да? И телекомпании, как, например, Disney, большая успешная телекомпания, строит свою контентную политику, основываясь на результатах каких-то опросов, на результатах исследований people-метров. Как удается крупным телекомпаниям, крупным производителям телеконтента быть успешными, при том, что все люди лгут? Спасибо. Спасибо. Okay, so this is the question from TV channel. So we all know that big corporations, for example, Disney or some other big TV companies, basing their politics on surveys. So, and how why are they so successful if everybody knows? So I think businesses do use surveys a lot, but I think less and less they're relying on surveys. Now they're starting to analyze internet behavior. They're looking at the search data. They're looking at social media data, although you have to be cautious in using it. So I think, and again, I'm not saying that surveys are totally useless. There's some information there, but you just want to be cautious in how you use that. And I think businesses, sometimes smart businesses overrule surveys. So for example, the show Seinfeld, I don't know how many people remember it. It's one of the most popular shows of all time in the United States. They asked people in a survey whether they liked the show. Everybody said they hated it. But then the creative directors said, we think it's funny, forget what everybody said. So I think smart companies know when to overrule what the surveys say. Ну, во-первых, он говорит, что, ну, он сразу, да, говорит, что я не говорю, что опросы, они абсолютно бесполезны, но большие компании, несмотря на это, все меньше и меньше начинают их использовать, и есть большие компании, которые работают абсолютно вне правил, например, в Соединенных Штатах шоу, Seinfeld. И согласно опросу, все сказали, что они его ненавидят, огромное количество людей, но его не стали закрывать, и все равно рейтинги у них были высокие. Поэтому есть такие компании, которые ну, вне правил немножечко, но в последнее время, конечно, все вот эти корпоративы большие, телевизионные корпорации все меньше и меньше используют опросы, ну а если используют, то стараются подходить к ним разумно.
Спасибо. Будьте любезны, вот сюда вопрос, затем ваш. Потом ваш. Здравствуйте, газета «Пульс». В 1938 году нидерландец Йохан Хойзинга написал книгу «Человек играющий» Homo Ludens, где, в общем-то, то, что здесь названо ложью, у него названо более нейтральной игрой. Собственно говоря, понимая необходимость социальной жизни этой игры, он не стал ее, скажем так, делать такой отталкивающей. Ну, собственно говоря, первый вопрос. Правильно я понимаю, что то, что у него названо игрой, соответственно, это названо ложью. Это первое. И второе, соответственно, если мы начнем окрашивать, с его точки зрения, если мы начнем окрашивать вот эти вот обычные наши желания себя украсить или кого-то, наоборот, не украсить, начнем так унизительно называть, не изменит ли это отношение наше к тому, что мы все понимаем, что мы все находимся под тем самым большим братом? Не повлияет ли на наше поведение, и если повлияет, то как? Спасибо. Спасибо. Okay. So in 1938, the writer from the Netherlands wrote a book where he wrote almost the same that you do in your book, but he didn't say that it was a lie, but it was a play. He called it, he named it play. So, and he used the same word for the lie. And from the other point, can you say that not everybody, not lies, but everybody plays? What do you think? And if we will think that everybody lies around, won't it change our behavior, and won't people think that we are under Big Brother, so Big Brother? Well, I think there are different types of behavior. Sometimes it is more play. So there's a game we play in social situations, right? So we see a friend, we say, you look good. Or we see our wife, she says, does this dress look good? You don't say, no, you look horrible, or you look fat in the dress. You never say that, hopefully. And I think that's more a play, and it's a good thing. It's kind of the way the way society functions. But then there's a darker element where people are secretly making searches for jokes, mocking other groups, and then they pretend that they don't care, and that the racism or the hatred, and that's a darker element that I think you also see in this data. And I think, I don't know. I don't know about the Big Brother thing. It's obviously Big Brother is a concern. We don't want corporations or governments to have too much power, and big data does make them more powerful. So it's definitely an issue I'm concerned about. I come this more at an angle of all the amazing things we can learn from a science perspective, but definitely there are concerns about Big Brother, definitely. Ну, конечно, то, о чем он говорит, в жизни есть много игры, когда мы встречаем друг друга, говорим, ты хорошо выглядишь, или говорим жене, прекрасно. Это такая социальная игра, без которой нельзя в жизни обойтись. Мы не можем сказать, привет, дорогая, ты ужасно выглядишь, ну или что-то в этом роде. Конечно, без этого жизни наша не может быть. И запросы, которые люди делают в интернете, они довольно частные, и нет ничего ужасного, потому что человек ищет то, что его волнует. Ну и книга его не совсем о том, что за нами смотрит большой брат, а все-таки она немножко больше касается таких вещей, которые можно подчеркнуть какой-то социальной жизни вокруг нас. Но, безусловно, она, конечно, связана с тем, что кто-то за нами наблюдает, но совсем не напрямую. То есть он хотел много сказать. Спасибо. Ага. Да, пожалуйста, следующий вопрос наш. Лена Лисик, «Комсомольская правда». Сет, хотела вот в дополнение к предыдущему вопросу как раз сказать, что психологи утверждают, что небольшой процент лжи просто людям необходим для какой-то там психологической стабильности. Вот, это первое. И не первое, а предводка. Врете ли вы сами, и как часто, и боретесь ли с этим? Спасибо. И в чем? So, two little questions. The first, psychologists say that the
lie is necessary in a little portions, so do you agree with it? And the second question is, do you lie? How often? Everybody lies, so I do lie. I think, again, I agree with you. I think there are types of lies that are good and there are types of lies that are bad. So you know, again, your wife puts a dress on and she says, "Does this look nice?" Don't say you look ugly. You know, that's, I think, a society we don't want to live in. It's nice to, you know, sometimes the dress isn't so great. So it is nice to, the little lies that we make throughout the day are just friendly social behavior. But then there are darker lies on some of these topics I talked about. And, you know, some of the health, for example, I think it's bad. If everyone goes around saying they're happy, but secretly they're depressed and suffering from anxiety and suicidal, then that's bad for society, because if we knew this, we could actually help people more. So there are times where lies are not good. Ну, ложь бывает разная. Бывает хорошая ложь, ложь там, во спасение, да, добро. Ну и бывает все равно ложь, которую можно было предотвратить согласно, благодаря книжке или подобным исследованиям, потому что очень часто ложь может влиять, да, на судьбу людей, там, ложь на здоровье, опять же, там, голосование или еще о чем-то. И есть какие-то мелочи, да, вот как красивое, некрасивое платье у жены, а есть такие вещи, когда человек чувствует себя плохо и на самом деле старается всем людям вокруг казаться веселым и радостным, он близок к суициду. Вот такие вещи, согласно подобным исследованиям, можно было бы предотвратить. Поэтому эта книжка именно об этом, о том, как делать ну, такие большие исследования, да, на тему вот таких. Or you know, another example, so go back to men who are gay. So I am a supporter of gay rights. And I think it's bad that if you have these men who are lying and saying they're straight, and then they marry a woman, and nobody's happy, right? The wife is married to a person who's not attracted to them, and the men are, you know, not attracted to their wives. I think that's bad as a society. It would be much better if gay men are honest and say, I'm gay, I want to date men. That would be a better society. И еще один пример, например, плохой лжи, да, люди, и он поддерживает права геев, и это ужасно, когда люди не могут сказать о том, что они геи открыты, и они вынуждены жениться на женщине, там, на человеке, которого они не любят, жить с ним всю жизнь, от этого все только несчастны, и маленькая ложь приводит к большой, и было бы значительно проще, если бы все люди могли жить так, как им нравится. Сам-то вот использует ложь в своей жизни, как часто? Елена, будьте добры, микрофон. Сам Сет, приходится ли ему врать? Вот психологи говорят, что хотя бы один раз в день любой человек, ну хоть немножечко нового что-то приукрасить. Вот он как часто это делает, и чего это касается? How often do you lie? Because usually psychologists say that a person lies one time a day, and every night. So what topics? It's, I'm not going to say what I lie about, but necessarily. And another thing is, many times we lie to ourselves, so we don't even know our own lies. So it'd be hard for me to say exactly all the ways that I'm lying, because again, I may not know. Ему очень сложно сказать, на какие темы он обычно врет, но люди часто лгут сами себе, и мы часто не можем сказать, что мы говорим, потому что мы сами себя обманываем. Поэтому все люди обманывают иногда, и очень часто мы сами себя не знаем. Спасибо. Можно считать это признанием, что он все-таки ловит иногда на том, что он что-то тоже приукрасил или преувеличил, ну как-то, в общем, соврал немножечко. Он дает себе в этом отчет. I am a little more skeptical of people than I used to be. So I probably am always thinking, oh, that maybe they're lying. I've always been one of those people who was very cynical and thought people were lying to me. So that's not that different with this research, although I may be even more cynical now. You know the word cynical? Cynical, okay. Да, он с научной точки зрения, мы чаще он думает о том, солгал ли ему человек в разговоре, а не сказал ли он неправду, и он довольно относится цинично к людям, которые
Ну и вообще... не сказала, что Спасибо. Спасибо. Thank you. Ну, коллеги, мы на пресс-конференции, не на допросе. У нас есть следующий вопрос. Будьте любезны, пожалуйста, коллега. Добрый день, Яна Григорьева, Петербургский дневник. Ну, возвращаясь к вопросу о том, что у нас в России действительно все считают, что за ними следят в социальных сетях, в интернете там, и во всех прочих ресурсах. Но действительно ли это так? Что я имею в виду? Вряд ли сотрудникам правоохранительных органов, да, или ФСБ очень интересна жизнь обычных граждан, ну, в частности, там, хобби, их интересы, адреса, телефоны и все прочее. Возможно, есть какой-то точечный отбор этих данных, да, о конкретном человеке. То есть это не то, что я зашла в интернет, и я понимаю, что вот именно обо мне сейчас все конкретно читают и знают, да. То есть могли бы не нужно сегодня удаляться из соцсетей. Спасибо. It's a Russian question about privacy. So in our country, there's also people always think that FBI or police is looking for our pages in the internet, but it's just impossible to look all of them. So do they have any mechanisms? Can you tell us maybe we shouldn't just stop using our Facebook right now because they can't check all pages views. Do you know any principles? Yeah, I think, again, I think America, we didn't think about this until Edward Snowden, and now we're like, oh my God. So now we're probably in the same boat, Americans and Russians. But I think any of your searches, so as soon as you make a search, it erases it. And so you can use services, there are services where the data disappears initially, so you can try using some of those searches if you want to be more careful and are more concerned with what the government looks at. Do the government have any mechanisms how to which page to check? Well, I think what the Snowden revelation says is that the government sometimes work with the companies. So any of the big companies that they have an agreement, they can get all their data. So it may be smarter to use smaller companies where they don't necessarily have an agreement with the government. So the American government was working with Google and Facebook and Yahoo and Apple. The problem is pretty much everything you do is connected to one of these companies because Apple knows everything you're doing through your iPhone. And Google tends to know a lot of what you're doing through your internet browser if you use Google Chrome and use Microsoft Safari. So it's very hard. In some sense, the only solution really is to be a little more cautious with what you do on the internet. Unfortunately, it'll make my research worse because one of the reasons this research is so powerful is because people are so honest on the internet. But I think it does make sense to be a little cautious in some of the things you do and don't search for don't search for certain things if you're nervous that it could be used against you. Ну, нет такого конкретного механизма проверки каждой страницы. Просто чаще всего большие компании, такие как Google или Facebook, работают непосредственно с правительством и передают им все данные, потому что у правительства есть своя база данных. И чаще всего большие компании просто передают данные правительственной организации, и так, в общем-то, это не работает. Так что, если вы не хотите, чтобы попасть в неприятную ситуацию, не используйте каких-то неприятных запросов, либо вам посоветовал использовать, может быть, более маленькие компании, которые не сотрудничают, потому что сотрудничают с правительством обычно большие организации. Используйте какие-то, может быть, более маленькие социальные сети, да, не такие раскрученные, для того, чтобы быть больше безопасности. Вот каких-то специальных механизмов или принципов отбора страниц нет. Просто всеобщие данные передаются, а там уже обрабатываются. Спасибо. Следующий вопрос, будьте любезны. Агентство музейных коммуникаций. И мы здесь поговорили о социальной жизни, о политике, о правах меньшинств. Мне бы хотелось задать вопрос с точки зрения культуры. Проведены ли посещают музеи сейчас или сократилось ли это посещение, в принципе, по миру, если такие данные есть? Спасибо. Спасибо. Okay, we talked a lot about politics.
activities and so on. It's not that we can talk about culture. So, do you know if there are any research about the museums? So how often do people visit museums? And Yeah, so companies are getting better and better. Cultural organizations are getting better and better at analyzing their customers and knowing exactly when people are in their museum. And again, it's a little creepy maybe that they know so much about what people are doing, but it can potentially help them improve their products. They know what hours they should be open, where interest is more. They can know which countries are more interested in their museums, so maybe advertise tourism to those places. So there are many ways you could use this data to improve your cultural products. Да, на сегодняшний день все больше и больше компаний исследуют такую часть, да, музейную, туристическую, и сегодня делаются различные исследования, в каких регионах люди больше делают запросы по музеям, куда люди больше, где люди больше посещают их. И такие исследования можно хорошо использовать для рекламы, для того, чтобы как-то рекламировать музеи, места, да, интересные, куда можно сходить, посетить. Уточнение. Да, простите, вот по первому вопросу, духовная составляющая мира, вот она понизилась, деградирует мир или нет? Вот с помощью Big Data как это определено? И занимался кто-либо? Да, я занимался этим. Yeah, so definitely people don't just Google search porn. They sometimes search for Beethoven and Mozart and the Hermitage. So there definitely is a lot of, you can actually do this to see who's popular, who isn't popular. Unfortunately, sometimes the most popular cultural figures are, in the United States at least, they're reality TV stars. I don't know if you know Kim Kardashian, she's one of the most popular people. It's not necessarily always the great Russian novelists, but you definitely can use this data to understand better what culture people are most interested in. Ну да, конечно, в мире каких-то конкретных исследований нет, но можно посмотреть, что, конечно, люди гуглят не только Pornhub или подобные сайты, но, говоря, например, в Соединенных Штатах, чаще всего там люди мониторят таких селебритис, да, там одна из самых популярных, Ким Кардашьян или что-то такое, но в России можно писатели русские. That's another area where there's a lot of lying, because if you ask people, it's always, I think people always like to say they're really interested in, Tolstoy and Dostoevsky and all this, the museums, the great art, but then if you look at what they're really watching, it tends to be not such serious intellectual stuff. Но также согласно опросам, если поговорить с людьми, они чаще всего в разговоре вам скажут, что они любят Достоевского, Толстого, но если сравнить это с поисковыми запросами, скорее всего ситуация будет разниться. Netflix actually, they used to, when you went to Netflix, the video streaming site, they asked you not just what you want to watch now, but what you want to watch in the future. So they would have those shows ready for you. When in a few days, now I want to watch this show, but what are you going to watch in a few days? And then in a few days when you went back to Netflix, they'd show you those sites. And they asked everybody, it was always 16th century documentaries, very, very serious stuff. Then in a few days they came back and they never wanted to see the documentaries. They wanted to watch the same reality TV shows and silly comedies that they always did. Netflix, да, сайт, куда можно зайти и посмотреть, они могут предложить тебе, что ты хотел посмотреть через 2 дня. Они делают такие предложения, и вот сейчас ты смотришь какой-то фильм, а через 2 дня ты зайдешь, и они тебе подготовят любой фильм или сериал, кто захочет. Чаще всего люди запрашивают различные документальные фильмы 60-х или какую-то классику, но когда через 2 дня они туда заходят, они никогда их не смотрят, чаще всего они смотрят какой-нибудь просто популярный фильм, который идет в кинотеатре сейчас.
So yeah, so Netflix, they stopped asking people, and they just И они перестали делать предложения людям, потому что это не работает. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы работаем уже час. Скажите, пожалуйста, сколько у нас еще вопросов? Вот я вижу 4 вопроса. Ну, может быть, да, Лен, вы, кажется, давно уже с этой стороны, уважаемые коллеги. Тарасенко Елена, Петербургская жизнь. У меня вопрос конкретный. В каких еще странах книга переведена и имела ли она успех? Второй, потому что в Америке она имела успех, у нас написано, что это бестселлер. И скажите, пожалуйста, в каких конкретных исследованиях вы участвовали, и было ли это по России, и if it is not top secret, tell us. В каких конкретных исследованиях в России? Были ли таковые, и если это не секрет, то пусть расскажут, какие, если можно. И если я правильно поняла, вы специалист по обработке данных, то есть вы опираетесь на данные, которые собрали другие. Не так ли? Спасибо. So, some questions here. So, in how many countries and how many languages? In how many languages translated? So, in how many countries? And did you have any success in these countries? And so, answer first of all this one, and then I'll translate the next question. Okay? I think it keeps on getting translated to more languages. I think so far it's about 10 languages, but they keep on adding more translations. And I think it has done well in a number of countries. I don't know the exact statistics of how many copies it sold, but I think each country has its different focus. So Countries, can you name some? it's in Korean, Chinese, Taiwanese, Russian, French, German, Немецкий, Spanish, испанский, Portuguese, Italian. португальский, итальянский, и он не может назвать точное количество стран, но на очень много количества языков она была переведена, и он уже во много стран съездил, и это довольно живой интерес к книге проявляется. Да, сейчас перейду. So, did you have any concrete research in Russia? On some topics, and there was one more question. So, you work as an expert in Google, but do you base sometimes on other researches? Yeah, so I do research in many from websites, not just Google. So I analyze data from Pornhub. That's one of the biggest porn sites in the world. Again, because people really lie about what sexual desires they have. I haven't done too much on Russia because Russians use Yandex, so it's harder for me to do the analysis on Russia. But I do know that they are very, very obsessed with Donald Trump. They're always searching they want to know more and more about Donald Trump in Russia. So that's one thing that stands out of the data. Ну, она работает не только с Google, а с большим количеством сайтов и делает различные исследования для них, таких, самых основных, Pornhub и так далее, он уже много сегодня назвал. Вот. Но никаких конкретных исследований о России он не делал. Единственное, что он смотрел, что в России люди одержимы Дональдом Трампом, и очень вероятное количество запросов делается именно по поводу Дональда Трампа в России. Really find a lot of information about Donald Trump? Yes, very. It seems to be an obsession of Russians. Да, это прям какая-то такая тема русских, они очень много информации, что Дональд Трамп все больше и больше. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вот у нас был вопрос. Давайте вам. Добрый день, город Плюс. Скажите, пожалуйста, сколько времени у вас ушло на создание книги, особенно на то, чтобы проанализировать ту информацию на те темы, которые были включены в книгу, и вообще сколько в среднем уходит на то, чтобы обработать какую-то ту или иную тему с теми же выборами, или можете привести какой-то еще другой пример? Спасибо. Okay, so how long did you
write a book so for how long? And approximately how long do you need to analyze a separate topic? Yeah, so each topic takes about 1 month, and overall it was about 4 to 5 years of research and writing. Ну, вообще в среднем на одну тему для того, чтобы проанализировать всю информацию, у него уходит около месяца, но для того, чтобы все это скомпоновать и собрать, у него где-то 4-5 лет ушло для того, чтобы... Спасибо. И, пожалуйста, следующий вопрос. Добрый день, Светский Петербург. У меня 2 вопроса. Первый, вы сказали, что в основном вопросы в России вы слышите о большом брате, а вот в других странах чем интересуются? Какие вопросы в основном задают? Это первый вопрос. А второй? А вы первый переведите, пожалуйста. So what are the most popular? So in Russia, people usually ask about privacy and so on. And in other countries, what are the most popular topic for discussion? Some countries it's all about sex. South American countries are very, very interested in porn data. That seems to be the most interesting to them. And a little bit, you know, some of the countries it's the same area. It's the same areas. It's health. It's racism. But Russia is privacy, and South America is porn. Ну, в Южной Америке, как правило, это секс, порно, это самый популярный вопрос. Во многих странах интересуются проблемами здоровья, расизма, но в России, да, это политика приватности, безопасности. Спасибо. Второй вопрос. Да, пожалуйста. Вы знаете, я хотела бы вот какой вопрос задать. Вы уже раза 3 говорили о порно и о геях. Ну, у нас, по-моему, в России, особенно в крупных городах, ну, геи, ну, порно и порно. Хорошо, здоровье, значит, нация, если это интересует. А вот не расчлененка или какие-нибудь фильмы насилия. А вы статистику проводите, мне кажется, вот для общества более опасны те люди, которые смотрят вот подобного типа фильмы, и они являются угрозой для нашего общества. Ну, а что касается геев, вы еще упомянули, что вот они как бы несчастны в том, что приходится жениться им на женщинах. Но мы знаем много и медийных лиц, которые и женаты на женщинах, и счастливы в браке, и детей воспитывают, и в то же время им не мешает быть, ну, как бы друзей иметь еще и на стороне. Так что, наверное, все не так плохо с этими товарищами. Спасибо. Да, вопрос. Да, вопрос все-таки прозвучал. Нет, можно еще раз? Если да. вы считаете, что вопроса не было, вопрос очень серьезный. Либо специализируетесь вот секс-порно, да, и поэтому, ну вот часто упоминаете этот сайт, либо ведется ли статистика относительно это здоровья нации, вот когда действительно расчлененка, и это жесткий вопрос. Да, понимаете, нет, он не видоизменен, он действительно изначально звучал, потому что... Да, будьте любезны, просто у нас мало времени, да, сформулируйте четче тогда, пожалуйста. Есть ли какая-то статистика по Конечно, по насилию, потому что они более опасны для нашего общества. Пожалуйста. So, yeah, question is, do you have any statistics from the internet related to violence? So, and if it's dangerous for people, people who look after violence, murders. Yeah, so they actually see sometimes after a murder, the police will confiscate someone's computer, and they'll see that they basically planned the murder on the internet. So they searched how to poison someone, how to get rid of a body, really horrible stuff. And the question is, should we use this data to try to predict murders before they happen? I think very, very few departments are trying to do that. One of the problems is sometimes people make searches just for curiosity or for research. They're not actually thinking of murdering someone. So you want to be really, really careful in how you make sense of this data. But definitely there are some people who use the internet to plan attacks. And I'm actually working with some people about whether we can use this data to predict when there's going to be a riot, or because, you know, can you kind of, exactly as you're saying, can you use this data to see when
tempers are very, very high, and there may be an explosion of violence about to happen. But we're not there yet, maybe in the future. Ну, конечно, такие запросы бывают, и ну, часто бывает такое, да, что после насилия, убийства полиция конфискует компьютер и там видит целую историю, как человек готовился к тому, чтобы сделать преступление. Но сегодня очень мало пока еще организаций стараются использовать как-то ну, вот эти базы данных для того, чтобы предотвратить это, хотя это было бы очень полезно, и это было бы для социальной жизни очень хорошо. Они пытались сделать исследования после каких-то вспышек ну, насилия, после каких-то, не знаю, там, больших драк, скандалов, но пока еще таких конкретных исследований нет. Но очень часто бывает так, что довольно высокий запрос, на самом деле, о насилии в интернете, но чаще всего в большинстве случаев это просто ради любопытства. It's also this is an area you want to really protect people's privacy. Because let's say I was just curious, I want to see, as a journalist, could somebody plan a murder on Google? So I just start making a bunch of searches to see, to see what types of things they would search and what shows up. I shouldn't be arrested then, right? As if I was trying to plan a murder. Ну, это такая тема, да, в которой, в общем-то, хочется людей предостеречь. Например, из любопытства, вот, как журналист, хочет посмотреть, да, как там совершить убийство в интернете или там кто-то совершил убийство. И если такие данные открывать для всех, то тогда всех под гребенку будут... Я имела в виду, он их рассматривает статистику или нет? Ну, он говорит, что каких-то больших данных нет, что уровень запросов довольно высокий, да, но чаще всего люди делают без любопытства. Он сам не анализирует, да? But you didn't analyze these topics. So you didn't make a little bit. So I did do a little research on this. So one of the things you see in this data is that many more people make nasty searches than commit nasty actions. So let's talk about, is it in murder, but suicide. Every month in the United States, there are 4,000 suicides and 3.5 million searches for suicide. So many more searches than actual actions. So that's one of the reasons you want to be cautious in how you use this data. Он делал небольшие исследования, но очень сложно, да, отследить, потому что, например, в Соединенных Штатах там каждый месяц 4000 самоубийств происходит, а запросов по самоубийству 3,5 миллиона. Так нужно, ну, это очень сложное исследование, нужно к нему очень основательно подходить. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить вас всех за активное участие. Понимаю, что остаются еще вопросы, которые